Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал. Сегодня речь пойдет об игре Crying Suns, тактическом рогалике с мрачной атмосферой будущего, в которой вы будете в роли адмирала космического флота. Вас разбудит разумная машина, и тут начнется приключение, в котором вы должны выяснить, почему рухнула империя, существовавшая 800 лет, кто виновен и как все исправить. Желаю всем приятного просмотра. Итак, поехали. Адмирала, то есть вас, зовут Элис Айдаха, одна из выдающихся личностей Империи. В момент вашего возрождения вас встретит Омни, это управляющий секретной военной станцией клонирования. Он и объяснит причину вашего возвращения к жизни. После всех объяснений и выяснений собственной личности, перед путешествием вы снарядите корабль. Вначале будет доступен только один, остальные откроются по ходу прохождения игры. Также выберите эскадрильи для ангаров, пока их доступно 3. Это истребители, дроны и фрегаты. По ходу игры сможете купить или найти, если повезет, целый крейсер и другие модификации уже известных истребителей, дронов и фрегатов. А дальше предстоит выбрать офицеров в свою команду, тоже клонов, кстати. На базе собраны ДНК лучших служителей Императора. У каждого офицера есть свои собственные особенности и способности, так что выбирать надо тщательно. От этого отчасти будет зависеть, сможете ли вы пережить путешествие в космосе, ведь в нем таится множество опасностей. По мере прохождения сюжета, который разбит на главы, вы получите все больше информации о том, что творится в Империи, точнее бывшей Империи, и о собственной личности, уклона только частичные воспоминания от оригинала. Игра выполнена так, что вам постоянно нужно двигаться вперед, не забывая об уровне топлива. На карте сектора у вас будет выбор, к какой звезде совершить прыжок. А за вами тем временем будет вестись погоня из превосходящего по силе противника, так что путь только вперед навстречу к истине. Космические бои выполнены в виде дуэли в реальном времени, где вы расставляете на поле эскадрильи и, используя всевозможные преимущества одних типов боевых машин над другими, а также астероидные поля, охранные турели и корабельные орудия, старайтесь уничтожить противника, пока он не уничтожил вас. Но если вам не повезло и вас разнесли вдребезги, то это не беда. Вас снова клонируют, и вы отправитесь в путь, как будто и не умирали. Практически в каждой звездной системе будут случайные события с предоставлением услуг, угроз или просьбой о помощи, и только вам решать, как поступить. Но скажу по секрету, не каждая просьба о помощи является таковой. Всегда есть вероятность, что это ловушка, как, например, корабль с детьми, терпящих бедствие. На самом деле это могут оказаться фанатики-смертники, пусть даже и дети. Иногда на орбите бывают забавные рекламные маяки, особенно забавна реклама про курсы для начинающих пиратов. На некоторых планетах также будут случайные события, решение которых может повлиять на экипаж корабля, как в лучшую, так и в худшую сторону. Например, команде может не понравиться ваше решение, и кто-то тогда пошлет вас и покинет корабль. Помимо прочего, планеты можно сканировать на предмет скрытых объектов и хранилищ. Для отправки десанта надо выбрать одного из офицеров. У каждого, в зависимости от его специальностей и способностей, есть разные шансы на выполнение миссии. Кто-то может добыть много утиля, это местная валюта, и другие полезные артефакты, как целый крейсер, например, и при этом вернуться обратно в полном составе. А в миссиях с повышенным риском всегда есть вероятность потерять всю команду и даже офицера, это уж совсем если не повезет. Но если офицеру повезет добраться до точки эвакуации, у вас будет выбор: оставить находки и вернуть всех, кто еще не погиб, либо бросить всех раненых и забрать все ценные вещи на корабль. Но в таком случае все раненые умрут. Так что выбор всегда за вами. На найденный утиль и топливо можно улучшить корабль и эскадрилью.
нанимать новых офицеров и десантников, которые погибли, проводить ремонт и покупать новое оборудование, а также купить ДНК для клонирования офицеров враждебных фракций. Ведь чтобы пережить битву с боссом в конце каждого сектора, вам потребуется основательно подготовиться. Каждая глава заканчивается боссом боссов, например, мать утильщиков или папа Зенон, глава религиозной секты и другие боссы. Чтобы победить в таком поединке, надо еще постараться. Их корабли не такие жалкие посудины, как у их прислужников. После победы у вас откроется возможность летать на корабле побежденной фракции. Помимо внешних отличий, корабли различаются функционально. У каждого своя тактика ведения боя. В заключение хочу добавить, что сюжет у игры интересный и глубоко проработанный. По мере прохождения открываются все новые и новые детали о том, как была устроена империя, кто такой император Аберон и сам адмирал Айдаха. И главное, чтобы пройти игру до конца, придется умереть не один раз. На этом у меня все. Ставьте лайки, дизлайки, кому как понравилось или нет. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, увидимся в следующей серии.